Сегодня фильм «На грани», 1997 год, автор сценария Дэвид Мэммет, режиссер Ли Тамахори, в ролях Энтони Хопкинс, Алек Болдуин. Бюджет 30, сборы 43,3 миллиона долларов. Сюжет. Миллиардер Чарльз, молодая красивая жена, фотомодель Микки, любовник, профессиональный фотограф Боб, еще несколько человек отправляются на Аляску сделать снимки на частном самолете. Хопкинс при росте 174 сантиметра и обыкновенной внешности сделал замечательную карьеру. В основном он играет положительных, умных персонажей, у него очень цепкий взгляд. Так вот, в самолете все болтают ни о чем. Чарльз достает подаренную ему книгу. На грядущий день рождения она называется «Затерянные в дикой природе». Надпись гласит «Самому умному человеку и прекрасному начальнику». В охотничьем доме на заявление жены, что Чарльз знает все, хозяин дома, охотник, предлагает ему угадать, что изображено на другой стороне весла за $5. Чарльз угадывает, вернее, наверное, не угадывает, он просто знал это. Чарльз говорит, что кролик, курящий трубку, а на другой стороне изображена черная пантера. И хозяин дома, охотник, спрашивает, а почему он не боится, то есть он курит трубку, он не боится, почему он не боится пантеры? Чарльз отвечает, потому что он умнее пантеры. Есть эпизод, когда вечером Чарльз идет за сэндвичем для жены. Окружающие делают ему сюрприз на день рождения. Боб, фотограф, одевает на себя шкуру с головой медведя и пугает его, когда тот открывает дверь. Честно скажу, меня бесят подобные розыгрыши, и на 1 апреля в том числе. Ведь порой они не так уж безобидны. Вот в данном случае немолодой Чарльз, миллиардер, упал на спину от испуга, мог бы удариться, или случился бы сердечный приступ, хотя, может быть, именно такого исхода ожидали некоторые товарищи. После того, как они прилетели на Аляску, Чарльз, Боб и еще небольшая группа без жены отправились на самолете к коренному жителю Америки, чтобы его сфотографировать. И в самолете Боб говорит: у тебя непростая судьба. Это он обращается к Чарльзу. У тебя много денег. Никогда не знаешь, кто твой друг. Наверное, это тяжело. У тебя красивая жена. На что Чарльз отвечает: и как ты планируешь убить меня? Боб не успевает ответить, потому что самолет сталкивается со стаей птиц. Выживают Чарльз, Боб и афроамериканец Стивен. Самолет упал в воду, Боб спасает себя, а Чарльз отстегивает Стивена, и они вместе всплывают. Болдуин, рост 182, светлоглазый красавец, кого еще он может сыграть, кроме как любовника. Сразу становится ясно, кто есть кто. Особенно это становится явным в экстремальных условиях. Чарльз берет всю ответственность на себя, не раскисает, предлагает план, как им выжить. Раненого Стивена съедает медведь. Боб, пытаясь застрелить Чарльза, угождает в яму с кольями, предназначенную для медведя. И Чарльз спасает его, но в конце концов Боб умирает. Перед смертью он просит прощения у Чарльза. Когда вертолет со спасенным Чарльзом и трупом Боба приземляется на исходной точке, Чарльз останавливается возле охотника, который всепонимающе ухмыльнулся, и задал вопрос ему: почему кролик не боится? «Потому что он умнее пантеры», — отвечает ему охотник. Муж, жена и любовник — герои многих анекдотов. Старый богатый муж, молодая жена и молодой бедный любовник. Ситуация понятная, но не может молодая красивая девушка любить пожилого некрасивого человека с дряблым телом. Она любит его деньги, поэтому богатый муж должен быть готов к такому раскладу. А молодой красивый охотится за богатой девушкой. Я подозреваю, что без денег навряд ли она бы его привлекла. Так что каждый получил то, что заслужил. Кстати, жена Микки мне совсем не понравилась. Рост хороший, но лицо невыразительное. Так что нечего завидовать миллиардерам, много читайте, самообразовывайтесь, имейте навыки разжечь костер, изготовить колы из ствола дерева, убить медведя, поймать рыбу на самопальную удочку. Будьте добрыми, делайте все по-честному, и у вас все получится. Наверное, так. Отличный актер, отличный персонаж, отличный фильм. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Обычно в треугольнике богатый муж, молодая жена, любовник муж оценивается как лох, объект для насмешек. Может, это и так, но по мне так любовник — фигура мерзкая и гадкая. Как-то все это подленько с его стороны.
Если кто не видел этот фильм, обязательно посмотрите. Мне он напомнил фильм «Выживший» с Ди Каприо. На сегодня все. Всем пока.